вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Сегодня новая работа, называется артишок. Нам понадобится или прямоугольник, или круг. Я сложила ткань, ненужную ткань, в 4 слоя. Это был прямоугольник, вот наш уголок. И от этого уголка отложила по 20 сантиметров, и тем самым у меня получился круг. И теперь мы должны сделать пометки. Круг разделила на 4 части. Вот наш центр. Рисую карандашом. И нам еще нужно вот эти части также разделить пополам. У нас получится 8 частей. Ткань сложила пополам. Соединила метки между собой. И теперь делаю здесь меточку и здесь. И также с этой стороны. У нас с вами метки здесь все совпадают. Ткань в 4 сложения. Также здесь рисую. И с внутренней стороны рисую, и все. И совмещаю все вместе. Свой круг откладываю в сторону, мне он пока не нужен. Я нарезала вот такие полоски. Высота 8 сантиметров, ширина у меня будет 10 сантиметров. У нас с вами 8 частей, поэтому 8 желательно брать. Вы берете одного цвета 8, другого цвета 8. Сколько вы хотите сделать полосок из разных тканей, столько видов тканей вы и берете, расцветок. Чтобы сократить свое время, не вырезать каждый прямоугольник, я сложила в несколько слоев ткань, сделала разметку, и теперь просто я нарезаю. В один ряд идет 8 прямоугольников одного цвета. Если вы решили увеличить, сделать какую-то большую объемную работу, все прямоугольники такого размера не отрезайте, потому что там вам надо будет увеличить размер. Желтенький и вот такой цвет я буду использовать в 2 рядах. И теперь мы должны отутюжить каждый лоскуток. И где у нас ширина 10 сантиметров, мы с вами просто отворачиваем, ну сколько там, сантиметр, полтора, только делайте все одинаковые. Заутюжьте. Подготовили лоскутики. Если у вас где-то вот такой неровный, некрасивый край, может быть, попадает кромка, не обязательно ее отрезать. Это все у нас уйдет вовнутрь. И теперь мы раскладываем ткань на 8 кучек в нужной нам последовательности. Гладкой стороной к себе. Вот этот подгиб, он у нас внизу. И старайтесь, чтобы у вас были одинаковые сантиметры. Чтобы у вас вот эти полосочки, они как бы совмещались. Тогда у вас ровный будет красивый рисунок. На каждой стопочке мы должны отмерить центр. У меня 5 сантиметров. И я прочертила полосочку. И теперь у нас с вами есть 2 варианта. Первый. Я это все сколола булавками. И могу смело выкладывать. Вот наш центр. Мы прям вплотную к центру. Ориентируясь нашей вот этой полосочки. Совмещаем их, чтобы они были ровненько. Или вы не заколанную. Также вы помечаете и вот так вот друг на дружку вы накладываете. Смотрите, как вам удобней. Нам нужно проложить строчку, где мы пометили. Нам можно сделать это все поэтапно. Сначала вы пришиваете 2 штуки и собираете их вместе. Или пришить все вместе. Вот это вы отворачиваете, прокладываете строчку, и вот так у вас все получится. И потом вы тогда все вместе собираете. Смотрите, как вам удобней. Так как у меня окружность 40, она большая, я думала, что у меня 8-9 штук войдет, а потом я пойду на расширение. Но прикинула, не получается. На 8 я прибавила. Здесь у меня 14 сантиметров, ну а высота также 8 я брала и также подворачивала край. И вот теперь надо было мне все-таки сделать вот таких 2 ряда, чтобы вам вот это ничего не смущало. И теперь раздвигаем обратной стороной, берем. Так складываем, еще раз складываем и 3-й раз складываем. Вот такой у нас треугольничек получился. Начали с левой, так и делаете с левой, потом правую, потом опять левую. Вот. И вот такой у нас треугольничек получился. Теперь эту 2-й ряд мы уже делаем не 3 раза подворачиваем, а 1 и 2. 1 и 2. Вот что у нас получается.
И делаем закрепочку. Или на машинке, или иголочка с ниточкой. Обязательно захватывайте и нижнюю часть, просто, чтобы они у вас не развалились. И дальше продолжаем. Сложили, положили, подвернули. Только выравнивайте, потому что у меня все на весу, мне неудобно. Вот. И идем так до конца. Сделали закрепочку обязательно. Продолжаем дальше. Когда будете делать закрепку, сантиметра 2,5-3 к низу. Но старайтесь, чтобы у вас захватилось все 3 вида ткани. И продолжайте дальше. Давайте еще раз. Раздвигаем пустое место. Раз сложили, два сложили и уложили. Вторую сложили. Может быть, из-за рук вам будет не видно. Это мы делаем первый ряд. Здесь уголочек выравниваем хорошо, чтобы он у нас ровненько лег. И если у вас здесь отверстие, вы старайтесь сделать так, чтобы у вас не было дырочки. Если будет дырочка, можно пришить какую-нибудь бусинку. А это просто подворачиваем и сюда. Подворачиваем. Делаем закрепочку на сантиметра 2 ниже, обязательно. И плетем дальше. После где-нибудь 7-8, если у вас круг не квадрат, вы прибавляете в сантиметрах вот в этих прямоугольниках. Допустим, если у нас эти по 10 сантиметров, допустим, 7-ю вы уже делаете 11, там 8-ю 12, и тогда у вас будет стыковка. Вот видите, у меня здесь не хватило маленького уголочка. Но здесь можно или обрезать, или также вшить какие-нибудь трехугольнички. Закрепочку сделала, ниточки ненужные отрезаем, подвернули, положили, подвернули, положили. Желтенькую подвернули, чуть-чуть вот подтягиваем. Можно немножечко и вот так. Смотрите, чтобы вам хватало. Выравниваем. Я-то все на весу делаю, мне неудобно. Сделали закрепочку. Вы вот этими уголочками уже сами регулируете, как вам надо. Но так, чтобы у вас вот этого стыка не было видно. Чтобы они были у вас внутри. У меня тут пустая полоска. Также сделала, соединила булавками блок. Подтягиваю кверху, прочертила линию посередине и прошиваю. Вот что у нас получается. Если вы даже не будете делать целиковый рисунок, допустим, если взять вот так, это уже можно использовать где-то в каких-то изделиях. Ну вот, дело продвигается. Мне осталось пришить последнюю стопочку. И работа наша готова. Почти что. Закрепочку делала на 3-й ткани. Близко к этому стыку тоже не делайте. Потому что, когда вы сделаете нахлёст, у вас шов здесь будет виден. Где-нибудь 2,5 сантиметра к низу. Но так, чтобы вы захватили те ваши лоскутки. Вот что у меня получилось. У меня здесь 9 цветов. Здесь как-то пусто и блекло. Конечно, мы можем добавить сюда, если до конца дошивать, еще цвета. Можно сделать, например, трехугольнички, как это, носики. Допустим, пустить вот так по кругу трехугольнички. Можно сделать как лепесточки, сложить. Смотрите сами, как вам удобней. Что такое артишок? Это семейство астровых, но это овощ, его едят.
И эта техника называется артишок, потому что она похожа на этот овощ. Ну, например, вот так. Если у вас круг, не прямоугольник, вы можете сделать вот такие треугольники разноцветные. Конечно, однотонные смотрятся намного интересней. Ну, а можно срезать лишнее, допустим, оставить так и обработать косой бейкой, смотря что у вас за работа. Если наволочка, то также выкраиваете круг, вставляете молнию и прошиваете. Вот и все. Но вот это вы должны все равно скрыть, сделать более оригинально. Ну а я вырезаю из ненужной ткани круг на сантиметров 5 больше, чем этот. И буду продолжать. Выкроила круг. Вот в эти пробелы, где у меня нет ткани, я, наверное, сюда пришью треугольнички. И по краю, по кругу я начну отделывать лепестками. Я выкроила вот такие прямоугольники 10 на 10. Пока что 2 цвета. Буду ориентироваться по ситуации. 2 полоски по 1,5 метра, но также, может быть, придется и подрезать. Ширина 3 сантиметра. Я буду пришивать или уголки, или лепестки прям к этой ленте. А потом уже готовую гирлянду буду пришивать просто по кругу. Уголки делают по-разному. Складываете пополам, одну сторону, вторую сторону, и вот ваш уголок. У меня будет лепесток. Одну сторону складываю, другую, подворачиваю этот угол и этот угол. И это лицевая будет сторона. Я ее буду пришивать лицом к ленте. Вот так. И когда я буду пришивать уже по изделию, у меня по этой ленте будет просто проходить шов. И вот эти все необработанные края, они будут внутри ленты. Все-таки решила я по кругу сделать двухцветные такие треугольники. Они как раз у меня через одну, чтобы не было вот такого большого перепада однотонной ткани. Вот посмотрите, вот такой результат у меня красивый, на мой взгляд, получился. Так как я взяла прямую полоску, да, 3 сантиметра, и мы пришивали по кругу, она немножечко встает дыбом. Когда мы пришиваем ткани, мы делаем надсечки, чтобы она у нас легла ровно. Я не сказала, что я брала прямоугольники 10 на 10 сантиметров. Это вот эти лепесточки. Ну и вот, остается только подровнять и уже пришивать обратную сторону. Это будет у меня декоративная подушка. Я уже нашла ей хозяина. Представляете, так все быстро. И это будет выглядеть примерно вот так. Конечно, это будет круглое, но я хочу сказать, что посмотрите, как смотрится объемный вот этот вот сам цветок. Очень даже мило. Советую шить такую штуку. Ну, на этом все. С вами Валентина Никита. Пишите комментарии, если вам понравилось. Также подписывайтесь. Заходите на мой второй канал. С вами Валентина. До новых встреч. Пока-пока.